Я создала парк для себя, как то место, где я могу с удовольствием проводить большую часть времени, делать то, что мне нравится, то, что я люблю, и, конечно же, самореализовываться. Управлять парком и сложно, и нет. С одной стороны, это проект с определенными целями и задачами, да, но с другой стороны, это уже не работа, это и не проект вовсе, это часть жизни. На сегодняшний день, на самом деле, я и директор, и инвестор, и девелопер. Человек в одном лице. Как-то в очередной раз, когда я ехала в парк, задала себе вопрос, а куда я еду? Ну вот куда я еду? Зарифмовалась на Кудыкину гору. Вот так и получилось. Все просто на самом деле. Для меня было открытием, что я человек природы, что я хочу изучать цветы, которые здесь растут, что для меня счастье увидеть изимородка, когда я сплавляюсь по Каменке на каяке. Для меня это открытие. Каждый день в парке я испытываю огромную любовь и открываю в себе любовь. Наверное, это тяжело писать словами, потому что это очень глубокое и очень личное чувство. Но я скучаю, я переживаю, я плачу, я болею, я разговариваю с ним. Для меня здесь действительно такой клубок сложных эмоций. Я имею возможность жить в парке. Я счастлива здесь. Я как творческий человек и считаю, как социально активный человек. Через парк, через свой проект, имея в руках такую грандиозную возможность, выражаю, безусловно, свой взгляд на жизнь, свое мироощущение, свой стиль. Поскольку это мой дом, я хочу, чтобы здесь вели себя терпимо, внимательно, аккуратно. Мне не нравится, когда приезжают с собаками, хотя с собаками приезжать нельзя. И когда я утром бегу и вижу, простите, экскременты, которые убирает мой персонал. Мне не нравится, когда заходят в туалет и не убирают за собой. Это бескультурие. Мне не нравится, когда заходят на квест в крепость и ломают, потому что вот так захотелось. Мне не нравится, когда говоришь, не нужно жарить шашлыки, но я все равно приеду со своим мангалом, поставлю его и устрою себе пикник. Это же природа. А еще меня бесит, когда они говорят, покажите, где в законе это написано. Еще меня бесит, когда мне говорят, земля не может быть частной. Да нет, земля частная. Вот это меня бесит.
Я считаю, что в принципе у парка не было никакой концепции и не было никакого позиционирования. Когда я начала заниматься парком, в большей степени он представлял набор разных стилистических объектов, и необходимо было это причесать как-то, придать этому форму. Для ребрендинга парка, для программы развития мы выбрали архитектурное бюро «Мегабудка», потому что это были, как я их увидела, когда увидела их в первый раз, молодые, живые, заряженные ребята. Мне нужны были такие в тот момент для того, чтобы сдвинуть парк с нулевой точки. Я сказала ребятам: сделайте круто, так как нет. И они сделали. Соответственно, то, что не виделось, не нравилось, не воспринималось в стилистическом плане, было убрано. И благодаря этому пространство заиграло такое, какое оно есть, само собой, красивая, живописная русская природа. И лаконично сложилось во главе угла природа, природный парк мы оставили. А вот чудеса – это как раз то, что ассоциируется прежде всего с русской сказкой, но при этом дает возможность для развития. С бюро на первоначальном этапе не было запроса в плане работы с архитектурой именно. Нам нужна была история монетизации больше. Парк не окупал себя достаточно большое количество времени. В бюро «Мегабудка» сформулировали концепцию парка, программу развития примерно на 10 лет, с новыми объектами, с новыми аттрактами. На сегодняшний день с активной реализацией программы развития мы подошли к точке самоокупаемости. Без работы с архитектурным бюро парк развивался бы скорее по наитию. А для качественного проекта, хорошего проекта, нужна работа с профессионалами. Ребята предложили маршрут, кольцевой маршрут, по которому, собственно, расположатся различные аттракты и источники монетизации для парка. Это и есть сценарий поведения гостя в парке. Гости передвигаются, их путешествие становится более длинным, соответственно, возникает необходимость периодического отдыха, питания. И вот здесь как раз появляется монетизация. Кольцевой маршрут идет по всему периметру парка. Соответственно, все то, что находится внутри, это как в галерее или на выставке арт-объект.
стали проводить гораздо больше времени. Если раньше им хватало 2-3 часов для того, чтобы удовлетворить собственные потребности, то сейчас это 2-3 дня. В проектировании маршрута использован хитрый прием. Архитектура считается удачно реализованной, когда меняется вид и форма. Так и здесь гость, путешествуя по парку, видит разные пространства. То он поднимается наверх, то пространство изгибается согласно рельефу, то он спускается к воде, то он огибает дерево. Пространство открывается каждый раз по-новому. Маршрут длинный, приходится идти долго, иногда в жару, и многие задают вопрос, а почему нет навесов? Вот примахались, блин, с этими навесами. Слушайте, я хожу по парку, я не испытываю дискомфорта. Знаете почему? Потому что, я не знаю, что искать какие-то недостатки в жизни? Попотей, искупайся, это же кайфово. Не все же должно быть вынь да положь, комфорт на каждом пути. Где вот это ощущение «я герой» тогда? Кольцевой маршрут позволил парку создать условия работы весь сезон, круглый год. Именно благодаря концепции и благодаря еще покрытию. Здесь можно передвигаться и зимой, и летом, и в дождь, и в грязь, чего нельзя было сделать 5 лет назад. На электросамокатах, на велосипедах, на гольф-карах, на лошади, даже на воздушном шаре, на лыжах, на снегоходе, в зависимости от времени года. По территории парка протекает интересная река. Мало кто о ней знает, и даже мало кто обращает на нее внимание. Это Каменка. 32 километра протяженностью, которая впадает в Дон и несет в него свежайшую, чистейшую, холоднейшую воду. В парке появился зеленый лабиринт. Знаете же такую фразу? На Кудыкину гору воровать помидоры. Так вот, мы решили сделать свой собственный, огромный, тяжелый,
сочный помидор, спрятать его и ждать, когда же его своруют. Однажды решила создать что-то такое, что хотелось бы сфотографироваться, что-то необычное, чего нет. Так появились оранжевые овцы в парке. Мне очень понравилась идея архитекторов оставить Горыныча непокрашенным. Он не должен быть цветным, он должен быть естественным, сказали они. Я согласилась. Это стало фишкой. А еще в парке есть река Дон. И на Дону появился пляж. Красивый, большой, современный пляж. Гости сравнивают его с балийским. После пляжа дорога ведет вдоль Дона нас к особенному дереву. Есть такое дерево в парке. В него дважды била молния, и тем не менее оно живое, а этим летом оно невероятно ожило. Это как пример чудес природы. С целью вовлечения гостя в путешествие по парку была создана карта-игра, которую можно было забрать домой, купить дополнительные еще фишки и играть, вспоминая вот те самые эмоции, впечатления, которые ты получил во время путешествия по парку и дома. Во время ребрендинга парка у проекта появился символ. Это гор-еленок, это чудесатое существо. Гор – это Горыныч, еле – это природа, ног – это человек, гость. Сувенирная продукция – тоже интересное направление развития парка. Мы не стали просто печатать футболки с Горынычем, с фото Горынычем. Мы отказались от этого в какой-то момент. И сегодня это футболка со стилизованным принтом, с отсылом к русской народной вышивке. В парк приезжают разные люди. И открытые, эмоционально готовые к восприятию того, что здесь происходит. Конечно, есть и неблагодарные, непонимающие люди. Те, которые занимаются активным вандализмом, портят то, что рукотворно создается командой, на что тратится большое количество сил, времени, желания. Те, которые пишут негативные отзывы, порой даже не попробовав ту еду, которую мы готовим для них, но им важно привлечь к себе внимание, им важно на нас жаловаться, им важно сделать какой-то там всплеск, им хочется нагадить, простите. Такие тоже встречаются. Это потребительское отношение. Мне должны. Тебе никто ничего не обязан. Ты обязан.
ты ничего не делаешь, ты не делаешь у себя дома, ты не работаешь, ты бухаешь. Сорян, твоя проблема. Здесь очень много возможностей для ведения активного, здорового образа жизни, начиная с прогулки или пробежки утренней. Я очень люблю бегать и полюбила бегать благодаря именно парку. И стараюсь, да и зачастую вообще бегаю без музыки. Не люблю. Вот парк сказал мне, нужно бегать без музыки. Тогда ты слышишь, через уши проходят вот эти звуки природные. В парке в этом году, я считаю, реализован самый интересный, самый масштабный проект. Это Центр гостеприимства. Почему Центр гостеприимства? Гостеприимство – это, в принципе, русская народная черта, одна из самых характерных, то, чем мы гордимся. И что такое гостеприимство? Это добро пожаловать домой, это пир горой, это я накормлю тебя до отвала. Центр представляет из себя набор разных форм, не только по высоте, но и даже по ширине. То есть некоторые формы выходят относительно друг друга на разную глубину. Нам хотелось создать ощущение торговой улицы, что ты идешь и ты гуляешь как будто бы по торговым рядам. Некоторые гости в ответ на наш пост о новом объекте отреагировали достаточно негативно, назвав его кто-то крематорием, кто-то вокзалом, кто-то чем-то очень удручающим, скажем так. Да, это нормально, у всех разные восприятия, всем не угодишь. Что такое комплекс для меня? Это минимализм. Почему черный цвет? В принципе, начнем с того, что черный мой любимый цвет, поэтому он и появился в парке. И я считаю, что черный самый адаптируемый ко всему цвет. Это, с одной стороны, торжественный цвет, но с другой стороны он хорошо вписывается в любое пространство, будь то природа, будь то городская архитектура. В этом плане он искренний, скажем так, правдивый. Это не скандинавская архитектура. Нет, ни в коем случае. Мне даже обидно, когда наш комплекс ассоциируют с чем-то европейским, не русским, скажем так. Вспомните русское зодчество. Посмотрите на него внимательнее. Этим летом я сама лично путешествовала по Золотому кольцу для того, чтобы воочию убедиться, что мы не ошиблись.
И мы не ошиблись. В центре есть кафе, ресторан, стритфуд, бар, а также сувенирный бутик, зал для лекций. В принципе, все пространство нацелено на реализацию различных направлений для того, чтобы гостю было комфортно. В комплексе с двух сторон есть огромные панорамные окна. Одна часть выходит на сад, вторая часть демонстрирует нам крепость монументального Горыныча, наш замечательный пруд. Таким образом, комплекс становится тоже частью природы. Туалеты как часть комфорта – это очень важная и злободневная тема для парка. И мне очень нравится то, что в новом ресторанном комплексе появились действительно красивые туалеты. То есть первое впечатление гостей даже было уникальным. Фотографировали не интерьер, а себя в туалете. Значит, это сработало. Сам комплекс – это все же не прямая цитата русских традиций, это мое видение нового русского стиля. Соответственно, и в еде я не могу предложить гостю прямую цитату борща, к примеру. Здесь я тоже хочу видение новой русской кухни. Когда меня спросили в интервью, что бы вы хотели, какая у вас мечта, я ответила им, я хочу, чтобы каждый гость, когда он уезжает из парка, уносил в сердце ощущение «я люблю Россию, я горжусь своей страной». Поэтому этот проект – это и есть мой инструмент, мое желание и моя возможность создать то, чем Россия может гордиться. В парке я формирую видение новой русской культуры. Девушку не возьмем, а взять не взять по любому.